Так, а разве здесь не дырочки? Здорово! Доминирующий в последние, наверное, 2-3 года игрок Хера попал в очень интересную ситуацию, потому что его рейтинг настолько высокий, что за каждую победу он получает очень мало очков от своих оппонентов, а каждое поражение ему стоит очень дорого. Поэтому он на своих стримах устраивает такие челленджи, да, пытается пробиться все выше и выше по рейтингу, 3000, 3045, по-моему, рекорд. Но, соответственно, каждое поражение стоит очень дорого. А соперники очень серьезные. Так, Соракума, топ-1 тайванец, очень хорошо в последнее время выступает даже на турнирах, но пока не пробивается в основные стадии. Но очень может убивать сильных оппонентов. И это они встретились в рейтинге на Аравии. И посмотрите, какие нации у нас встретились. Ву и Инки. Как я заметил, Хера на своих стримах не особо там абузит новые цивилизации. В принципе, катает на классике. Инки, да, пехотная нация. Но таковой же является новая цивилизация Ву. Скорее. Но я ее иногда называю Ву. На самом деле это одна, наверное, из лучших теперь цивилизаций гибридных. Но здесь у нас Аравия, поэтому бонусы водные мы немножечко тут опустим. Так это у нас классически будет пехотная цивилизация. Начнем с нее, потому что это более интересно. Кстати, у обеих цифр есть бонусы на домики. Если у инков домик дает 10 популяций, в 2 раза больше, да, то у Ву домики строятся в 2 раза быстрее. Это очень приятный бонус, причем это командный бонус. И представьте, в игре 4 на 4, да, ваши 4 союзника, сколько они домиков поставят, сколько вы времени и ресурсов и нервов сэкономите на этих домиках. Соответственно, поставил 2 домика и пошел. Сразу, кстати, быстро подгоняет оленей и... И вот жрет кабана, а олени ложит, и они тут гниют. Окей. Только в одной нации не гниют олени, это джурдженцы, насколько я помню. Окей, ладно, смотрим. Что из интересного? Ну, из интересного уже мы видим 4 на лес, причем лес очень близкий. Соответственно, очень рано получит кучу леса здесь Ву, Соракума. А какие экономические бонусы, соответственно, у Ву, кроме этих домиков? Ну, в 2 раза быстрее строишь домики, ну, неплохо, но а что еще? На самом деле, такого прямо экономического прямого бонуса нету, есть такой полувоенный, полуэкономический, да? Когда ты строишь любую военную постройку, то ты получаешь 65 еды. Почему именно 65 еды, никто никогда не знает. Но именно столько в курицах еды чуть что. Так что, может, есть какой-то план. Что стоит ровно 65 еды? Да не особо какой-то мечник стоит 65 еды, да, теперь они стоят по 50. Ну, в общем, именно такое значение какое-то выбрали. Раздравы. Так, а тут еще... Ух ты. Ух ты, красавчик. Не нашел. Так, давайте посмотрим быстренько, как развивается Гера. 3 на лес, но он экономит лес на домиках, поэтому ему, в принципе, тоже уже хватает на барак. Здесь же, кстати, барак не пошел, хотя его ожидал от Соракумы. Он запер крестьянку и ставит сначала мельницу. Ну, соответственно, какие военные здания дают 65 еды? Это, ну, классические здания, казарма, стрельбище, конюшня, осадочка, замок, интересно, и док. Вот почему гибридная нация очень сильная, также еще док. Хорошо. Первым ставит барак в итоге инки. У инков, кстати, есть еще бонус на то, что все каменные здания стоят, скидка 15% по камню у них, на стены, на замки, на ратуши, на вышки. Вот это все. То есть очень удобно. Ванпосты. Действительно, Соракума пропустил здесь своих индюков и интересно. Ну, пожрал оленей. То же самое делал стопудово и Гера. И идет ставить барак. Как раз под переход. Ну что? Намечается пехотная заруба, либо нет? Насколько топы действительно играют мечниками, да? Которым добавили скорость, удешевили. Ну что, получается, мечник стоит 50 еды, но не для инков. У инков основной бонус, да, это то, что скидка по еде на всех военных юнитов. Прям вообще всех, начиная от обычных мечников, заканчивая, в конце концов, петардами просто-напросто. Соответственно, если там скидка 20, по-моему, 20%, да, интересно. Ого, вот капец. Но они 40 будут стоить. 40 еды мечник? Вау. Ну и 20 золота. Это слишком дешево. Здесь, кстати, вот поставил брак, получил 65 еды, спокойно 3 мечников заказывает. Причем Гера, не знаю, это какой-то ультра скилл, да, посмотрите. То есть игрок просто развивался себе, сидел здесь, подогнал оленей, пошел по кругу, по радиусу и нашел идеально барак в момент
именно в тот момент, когда там родился мечник и появился флажок. Ну как-то. Это скилл. 3 на золото отправляет 40 умыч. И домики. Ягоды пока никак не защищают, но там мало людей. Но овец, кстати, в итоге таки нашел. Явно нашел, но пока с разведкой беда. Но здесь Гера приводит своих 3 мечников, да не 3, а 4. Потому что он же заметил флажок, и начинается бой. Скаут непонятно где у Сорокума ищет врага и не на месте. То есть 5 юнитов против 3. Но Сорокума вообще ему просто плевать, он идет дальше. Очень хороший билд здесь у Херы. В принципе, как кажется, ему хватает на все, но он ничего не прожимает. Топорик, мечник пока не делает. Ну, смотрите, эта крестьянка до сих пор работает, и она может переключиться на другие ягоды. Итак, а здесь скаут влетает в креста, который делал стрельбище вообще без охраны. Надо делать пику срочно. Мечников, кстати, решает не апать Гера, но делает это 40 умыч. Так, ну еще давайте расскажу про один бонус. Так, тут стрельбище и небольшие заволы. Так, бонус, да, на то, что реген хп появляется с феодала у пехоты. 10 в... Ой-ой-ой-ой, Гера присылает сюда крестьянина. На дурачка решил закрыть, но палец Сорокума это. Здесь просто развалка мельницы. И добивает. Не супер аккуратно. Здесь потерял много хп, даже скаута потерял, это очень важно. Минус глаза, мечники становятся медленными, немобильными, как бы. Не видят, куда идти, в принципе. Вот и все, дружище. Так, ну Хера удаляет другой тал очень быстро. Здесь пытался воротами что-то закрыть. У него здесь еще кресты. В последний момент закрывает. Вроде как окей. А здесь просто продалбливается мельница. Вычинивает ее Сорокума, но он ждет стрелку. В принципе, уже один готов. Можно подходить и стрелять. Хорошо, интересно. Кто нанес больше дэмэдж, как вы думаете? 3 мечника Сорокума, либо 4 Гера. Но очевидно, что Гера не нанес нормально дэмэджа пока что. И вряд ли нанесет. Стрельбище в итоге переделалось под ратушей, безопасным для жителей месте. Приволивает золото. Вроде окей, налез. Ну, они видят лесопилку, видят начало приволов. Хорошо, все в принципе довольно спокойно. Здесь, кстати, одного крестьянина могут найти, плюс он раненый, но 2 лучника должны его спасти. Так. А вот здесь будет неприятно. Естественно, ничего все равно не поменялось в этом плане. Луки все равно гоняют мечников, но немножко мечники могут легче улизнуть. Ну и кажется, минус крест тут, либо Сорокум будет пытаться как-то волить. Ну, как-то не вижу, как он это сделает именно. Кстати, по экапам. Топорик делается только сейчас Сорокумой, а Гера его и не делает. Странно, что Гере там что-то ни на что не хватило. На топорик в итоге. Соответственно, 1-1 по крестам, и добытые ресурсы больше УВУ. И здесь еще не идет в учет как раз 65 еды. Обычно это бонус, такой вот бонус не идет в статистику. Так, а разве здесь не дырочки? Здорово! Странно, Хера немножко играет, и, кажется, минус креста ему бахнут. Так, а может еще заберут? Ну, вот этого могут забрать. Хера не будет пытаться его отводить назад? Да ладно, мужик. Да ладно, ну не уж... Сколько может крестов сливать? 3 слил. Я думал, одного сольет. Суммарно 4-1. У Хера остается 26 крестов, и это без топора. Да, старт, конечно, очень титанический. Очень титанический старт. Так Хера не заберется на 3К. Топорик, по крайней мере, делает кузницу. Но у инков, на самом деле, мезоциф считается дерево технологий не очень, да. Нету рыцарей, нет пороха. Но у инков из всех мезоциф все-таки самое открытое дерево технологий. Есть чем поиграть. Особенно со скидкой, там, дешевые скирмы, полные лучники, камаюки хорошие, пики, орлы, мечники. Ну, есть еще слингеры, в принципе, антипехотный юнит. Кстати, да, слингеры интересный вариант здесь, но это только в замковой эпохе. Зато не надо ждать никаких химий и импов. Так, ну, Хера что делает? 4 мечника у него все еще живо. Опа, вот оно. Вот оно. Делание мечников. Они хиляются, но это слабый хил. В следующей эпохе будет силен. То есть сколько он тут успеет похиляться? 1 хп, до свидания. До свидули. А что у Херы здесь? Хера всегда насеивает фермы, хорошо. Ну, Сорокума не боится. Не вычинивает до конца мельницу, не теряет ресурсы на это и делает второе стрельбище. Хорошо.
Что папом? Прапывает скирмов. Да, в скирмов вышел Хера. То есть Хера будет дешевизну своих юнитов. Надеется на то, что не будет тратить так много еды. То есть он будет тратить, конечно, много еды на мечников и скирмов, но не так много, как возможно оппонент. И перейдет раньше в замковую эпоху. Соответственно, может получит орлов. Так, ну да, и именно поэтому Саракума делает своих мечников, потому что как бы скирмы их не контрят, а мечники на мечники типа окей. Мечников будем валить лучниками. Хорошо. Так, здесь интересно какие-то странные заволы. На золоте много, это, наверное, можно удалять, чтобы он не мешал этому крестьянину работать, или что? Или что? Или куда? Здесь стабильно 4 на золоте. Скирмиши уже с броней, поэтому лучники их пробить не смогут. Но, да, и делает броню свою Саракума. Интересно. Кучу луков теряет Саракумыч. Ну, Хера камбэчит. Хера заставляет ошибаться. Так, ну неплохо микрит Саракума, в принципе, добивает много мечников. И вот теперь уже 2-3 мечника накажут. Но посмотрите, что делает Хера. Он тоже делает мечника. Погнали. Действительно, топы прям делают мечника. И посмотрите, там он, может, орла хотел, потом подумал, да ладно, орел. Орел не так круто, как мечник. В конце концов. Ну что, при всем при этом у Хера еще и айдол. Ну вот, все-таки юниты за иту не позволяют ему нормально нон-стопить крестов, видимо. Еще и айдол на минуту. Неприятно. Саракума отрывается вперед по экономике. Своя броня. Ну все, фулл пехота, погнали. Что лучше, мечи луки, либо мечи скирмы? Опять все знает. Возможно, мечи скирмы все-таки. Мечи скирмы прям тяжело законтрить все-таки, да, очень. Разве что надо свой второй барак делать. А никто тут второй барак случайно не делает втихаря, а? То есть ответ на 2. Прикольно, да? То есть получается, раньше бы такого никогда как будто бы не было. Вот у чувака 2 стрельбища, и ответом на это становится 2 барака. И причем это не орлы, это тупо мечники. Просто дешевые мечники. Жесть, мужик. Жесть. Так, ну начинает суетиться Саракума. Да нет, он сбрасывает ресурсы, чтобы перейти. Ага, поставил рынок. Ну что, да, Саракума действительно перейдет все-таки раньше. Потому что в такую войнушку с 2 бараков он не ввязывался. Но переход не нажимает, очень довольно сильно тупит. Ну, микрит как бы, да и тупит тоже, много здесь потерял. Понимает Саракума, что может рискнуть Хера и пойти на золото. Делает дополнительный дом, ну и переходит таки. Так. Цивилизация в У переходит. А что у нее получится? У нее будет сильнее хиляться пехота не на 10 хп в минуту, а на 22 раза. Также у нее появляется доступ к уникальному юниту в бараке. И, соответственно, второй барак делает Саракума. Да. Это... Как он там правильно называется? Мечник... Так, это кто мне? Мечник Дянь. Мечник Дянь очень прикольный тип. На самом деле, цивы очень-очень похожи, если задуматься, да? Реально. Очень похожие пехотные цивы. Здесь там мечники, дешевые мечники. Но здесь, получается, есть орлы, да? Это такая шоковая пехота, которая контрится тоже мечниками. А здесь есть мечник Дянь. Это тоже шоковая пехота. Но она очень сильная. Ее прикол в том, что стоит так нормально, много золота стоит для пехоты, 50 золота, 45 еды. Делается довольно медленно, насколько я помню. Так, ну здесь, кстати, стоит отметить, что скирмы-то полезли под ТЦ. И тут вообще, господи, сколько армий у Херы, 25 армий. И он понимает, что человек капается, тут заводится Саракума крестами, просто чинит, всеми крестами он чинит, ждет, луки танцуют, просто это невероятно. Но скирмы зашли, но за ними мечники вышли. И тут второй барак тоже явно работал. Опять же, каждый барак дает, блин, прикольно, по 65 еды, это прям хороший буст, не дурной. Выравнивание по экономике идет, выравнивание по крестам, но замковая эпоха, замковый переход. Что получается? Так, длинный мечник таки апается. А уникальный будет мечник или нет? Дянь. Его обилка в том, что, ну, у него бонус по лукам, у него огромная броня от луков, но как только у него становится не 70 хп, ну, 70 хп на старте, как только он пересекает отметку в 45 хп, он как бы отбрасывает щит и переходит в другой режим, без щита, где он теряет очень много брони, он становится вообще не бронированным, супер легко пробивается, естественно, хп мало, но у него повышается атака,
и повышается скорость. То есть он начинает убивать просто на последней секунде. Соответственно, делается третий барак, и мечники немножко отгоняют. Так, ну посмотрим. Так как здесь нет лучников у Херы от слова совсем, он, кстати, переходит и делает хомут, то будет страдать. Грамотно Суракума все-таки лучниками управляет, посмотрите. Ну, он, да, их доделывает, и как бы они роляют тоже. Ну и мечники отбился, блин, выжил просто чел. И не слил ни одного креста, потому что всех завалил. Просто красавчик. Это что, монастырь? Да. Прикольно, монастырь. Но, на самом деле, в монастыре не помню, чем там таким особым отличается. Ну... Хера. Так, ну у него золото на бэке, на вторую делает шахту и 3 барака. Пехота на пехоту. Отлично. То, что нужно. Так, здесь немножко добываемся. Немножко камня. Хочется 40. Может даже шахту поставить. Но у него одна шахта на золоте. Лесопилка все еще одна. То есть экономика абы какая. Делается монах и апается арбалет. 9-9. Так, давайте смотреть. Теперь до чего должен дожить Хера здесь? Орлов делаться не хочется, да? Не хочется. Ну, может, надо? Может, оно и надо? Нет, решает просто мечниками отбиться. Лучников все-таки немного, ну... Так. Смотрим. Но здесь идет врыв очень сильный. 2 лука, 2 меча. Это просто забей. Не понимаю, как там этих крестов спасти. Единственный вариант то, что у Инка они получают от пехоты тоже апы, да? Становятся более бронированными. Но здесь просто убегают. Здесь мечники все-таки разваливают. Апы на мечника, 2 броня. Интересненько. Так. Шахта. Но снова потери. На самом деле всего 2 креста слил Хера, но еще сюда мечники заходят. Но Хера максимально быстро выходит на свой лес. У него лесопилок, в отличие от врага, побольше. Перегруппировывается Саракума, а счет туда-сюда меняется. И мечников становится очень много. Супер дешевые мечи. Причем скирмов, по-моему, только что доделывал Хера. Как же он держится в игре? Отгоняет мужиков. Ну и в чем прикол? Лучникам нельзя апать никак скорость, а вот пехоте можно. И она уже начинает обгонять лучников, то есть догонять. Так, какой-то релик кто-то взял. Ага. Да, у мечей теперь разная анимация атаки, это довольно прикольно. Жалко, мы ее тут нормально не видим. Лучники отбивают лес, но есть бэковый. В принципе, оба челика играют в одну ратушу, довольно агрессивно, все в мечей. И добываются все-таки арбалеты. Разрушаются барычи здесь. И нет, это лесопилка, не шахта. Так, ну минус барак будет неприятно. Но Хера, видите, Хера больше классически играет, какие-то скирмы. Ну, от обороны играет. Он часто играет от обороны. Иногда делает каменные стены прямо на аравиях, феодалах. Видел катки. То есть он хочет просто сейфово сыграть и как бы засейвить свой рейтинг. И все. В принципе, это сложно. Особенно против этих еще новых цифр, блин, капец. Непонятно, что ждать, насколько сильный юнит, тоже не до конца понятно. Но пока уникальных юнитов не делает Саракума, мечников Дзянь, к сожалению, но делает университет. Зато у Хера есть тачка. То есть не стоит недооценивать его экономику. Да и не стоит недооценивать экономику человека, который добыл больше ресурсов, да? Но тачку делает сейчас Саракумыч. Саракумыч и броню. Блин, у Хера, конечно, вот просто четко. Вот у него все четко идет. Фактически. Ну, в плане апгрейдов ничего там не забывает. Хотя... Так, скорость на пехоту есть. А вот и 20... Блин, ну они хиляются. Они могут подраться и убежать. А еще и монах хиляется. А он еще на холмике. Так, ну тут 2 стрельбища, в принципе. Луков много. Но агрессивно играет Хера. Стрельнул монаха, я так понял, но что-то типа не попал. Холмик, ну Херы больше армии, не то чтобы. Не обязательно, не факт. Баллистика, Саракума, да, делает баллистику. И тапывает пехоту, 2 броню. У него так-то пехота хуже апнута. Действительно. Ой, как плохо сейчас начинает Саракума этот бой. Пошел на отхил. Скирмы начинают агрессивно валить. Просто как же они валят. Они знают, что они... Могут. Еще 3 скирма подходят, надо монаха убить. Да ты что, блин. Прикольно, может дальше хилять. И скирмы сейчас получили тоже по своим щам. Немножечко. Ну, прикольно, что монах за счет холма выжил, конечно. И будет там отхиливать. Явно Хере это не понравилось, я думаю.
Никто не добавляет ратуш. Он может это сделать с Ракума. У него два релика, кстати. Итак, форсирует холм Хера. Мечники у него лучше апнутые немножечко. И что получается? Скирмы, наверное, падают с большего. О май гад. Чё-то распать, Херчик. Луки таки зарешали здесь все-таки. Все-таки луки имбуют. Имбуем. Ну что, насколько Хера расстроился после этой ситуации? Расстроился сильно, написал ГГшку. И АПМ его не спас. 143 на 79. Космический АПМ, конечно, у Херыча. Да, вот так вот теперь топы спокойно катают пехоткой, в принципе. Мы видим, что количество бараков, ну, тут было третий барак, больше, чем количество стрельбищ. Ну, не только прям пехотой все-таки стрелки делаются, но скирмы прям совсем тут не пророляли. Угу. Ну и пехота ВУ хорошая, это он еще не делал уникальную. Но здесь, мне кажется, Хера не знаю, насколько он помнил, что у него вообще-то есть слинкеры. Слингеры, АП есть, в принципе, можно... Мог не полностью слингерами играть, потому что проблема слингеров, что они от луков тоже будут отлетать. Но подмешать штуки 4, да, и у них бонус уроном по десятке камни они шмаляют, было бы здорово. Здесь, конечно, тоже экономика в раздрае. И учитывая то, что барак Хера потерял, сложно им будет восстановиться здесь и как-то камбэкнуть. Ну и потерял кучу поинтов Хера, и все еще можно его убить на новых цивах, наверное, но в принципе да. Имбовые цивы, ничего не скажешь, но инки вообще-то тоже считаются, наверное, тир-1, тир-2 цивы на Аравии. Ну, вот так вот Хера не смог. Ну что, если понравилась игра, то ставьте лайк и до новых встреч!